Всем доброй ночи. Орел. Пример стойкости, храбрости. Орел красуется на многих гербах. Желая похвалить мужчину, называют его орлом. Бесстрашным, сильным, знающим себе цену, царственным. 40 лет для орла очень болезненный период. В 40 лет он очень сильно отяжеляется, опиряется. Клюв становится слишком толстым, когти становятся спутанные, и у орла есть выбор. Либо умереть, либо обновиться. Орел прилетает к скалам, начинает биться клювом о скалы и сдирает весь верхний слой клюва в кровь. После чего ждет месяц, пока клюв начинает потихоньку покрываться более твердым слоем. В это время он питается чем может, перетерпевает ужасную боль, прячется от собратьев, потому что не способен драться в этот период. Когда клюв вырастает через несколько месяцев, орел обновленным клювом выдергивает себе когти, точнее, извиняюсь. Выдергивает когти и опять несколько месяцев ждет, пока они вырастут вновь. После новыми когтями он выдергивает свои отяжелевшие перья и ждет, пока перья обновлятся. И вот так больше полугода орел в таком состоянии обновляет себя. И после живет еще 40, а может и больше лет. Пример стойкости орла говорит о том, что человек точно так же должен иногда либо обновиться, либо умереть. Через жуткую боль пронести свою душу и возродиться, как орел. Дорогие друзья, орел не только птица, орел еще и некий символ между миром духов и миром людей. Считали, что орел видит мир духов, мир мертвых. Через орла передавали предкам просьбы. Считалось, что убийство орла – дурной знак. Считалось, что пока орлы кружат над селениями и городами, будет мир. Когда орлы исчезали, это было предвестником войны. Орел знает свою территорию. Он охраняет и проходит дозором всю свою территорию. Считалось, что души великих царей превращаются в орлов и возвращаются обратно на родину, чтобы наблюдать за своим народом. Многие люди, и во многих летописях написано наблюдение людей, которые говорили, что много поколений видели одного и того же орла, который летал над их горами. И готовы были поклясться, что это тот самый орел, о котором их деды, прадеды передавали, что это не потомок того орла, а по всем приметам совпадает с тем самым орлом. И поскольку птицы так долго не живут, люди начинали думать, что это некий дух. В древние времена в Парфии призывали крылатый дух орла. Призывали и направляли против врагов. Перед тем, как идти в бой, проводили некие такие магические обряды и призывы. И один из этих призывов был к духу орла. Когда армянский царь Тигран Великий собирался на войну, у него был любимый орел, который его сопровождал везде и всюду. И однажды, для того, чтобы понять, на чьей стороне будет победа, он начертил на земле две территории,
написал на греческом языке название стран, Парфия и Армения, и положил по куску мяса на каждом участке земли. И выпустил орла. Орел покружил над этой частью земли и кинулся клевать то мясо, которое лежало там, где он написал название Парфия. И тогда он с облегченным сердцем приказал трубить началу боя. И выиграл эту войну, и отобрал титул у царей Парфии и территорию в том числе. Считалось, что орлы видят будущее. И вот это предсказание, орлиное предсказание до сих пор сохранилось в некоторых областях Нагорного Карабаха. До сих пор люди обращаются к духам орлов, оставляют им на ночь что-то, утром забирают. И таким образом есть особый метод предсказания через орлов. Я сейчас хочу подарить вам призыв духа орла. Этого духа называли Картал. Это древнее парфянское слово, которое осталось только, то есть сейчас осталось только у тюркоязычных народов. Оно как бы пропало, деформировалось, слилось с другими народами и осталось только у тюркоязычных народностей. Но это древнее парфянское слово крылатого духа, Картал. Именно так они называли орлов. То есть это не название орла, это название духа крылатого, который прилетал в образе орла. И после именно таким названием стали именовать и птицу орел. Этого духа призывали, когда направлялись на войну. Этого духа призывали, когда шли на очень рисковые какие-то, скажем так, встречи. Этого духа призывали во время охоты, чтобы он их оградил и помог. Есть различные обращения в древнем мире именно к духу Картал. Но я хочу вам подарить обращение, которое вам поможет избавиться от врагов, хотя бы на некоторое время получить передышку, если вас окружили, если пытаются отобрать ваше место, ваше имущество и прочее. Выиграть суд, выйти из ситуации победителем и прочее, чтобы ваши враги не могли вас одолеть. Только этот ритуал нужно делать несколько раз в месяц, все время напоминая духу орла о себе. Вам нужно вечером, когда солнце сядет, после 6-7 вечера, ну, смотря какое время. Сейчас уже можно, в принципе, после 6 делать. Уже лето практически закончилось. Печень. Помните, как клевал печень Прометея, любимый орел Зевса, посланник богов? Так вот, говяжья печень, если продают кусками, то это должен быть такой массивный кусок печени, желательно, конечно, полный. Если вы хотите что-то от духа, вы должны тоже что-то отдавать, дорогие друзья. Если вы хотите абсолютно просто так, бесплатно, даром все получить, они видят ваше рвение, они видят ваше неуважение и, конечно, вам не помогут. Печень, желательно с кровью. Свежую печень. Красное вино, полусладкое. Значит, открывайте эту бутылку. Не нужно наливать никуда. Открывайте бутылку или в чем будет это вино. Положите на алтарь с черной тканью печень. Зажгите свечу. Темного цвета свечу. Неважно, восковая она или какая. Синяя свеча, коричневая, черная, темная свеча. Потому что это темный дух. Призывайте дух орла, читаете 13 раз. После чего пальцами тушите свечу,
Если это восковая свеча, вы носите. Если это обычная свеча, то можете читать каждый раз, зажигая эту свечу. Эту свечу больше нигде не используем. Никакая луна, ничего не имеет здесь значения. Зажгли, 13 раз прочитали, потушили свечу, отнесли под дерево, чуть-чуть вылили вино под дерево, поставили рядом, открыли печень и положили прямо на землю. И говорите: мое почтение, крылатый картал. Отворачиваетесь и уходите. Все. Через некоторое время вы заметите, что все люди, которые пытались вам навредить, у них начинается проблема. Они о вас забудут. Если это очень могущественные враги, делайте часто, чтобы до такой степени у них было много всего, чтобы они о вас забыли. Но запомните, если вы сделали гадость человеку, если виноваты вы, то этот ритуал не сработает. Это тоже имейте в виду. Потому что есть люди, которые достанут кого-нибудь, просто доведут, наживают себе врагов, а потом начинают бояться, а потом начинают делать ритуалы, отвести врагов. Это не получится, потому что есть всемирная справедливость. Если вы это сделали, вы получите наказание, а не помощь. Учтите. А теперь заговор. Итак. Читаем 13 раз следующие слова. «Взываю к тебе, крылатый картал, когтистый, клювастый дух непобедимый, зорким глазом своим. Высматривай моих врагов, когтями сдирай их души, клювом убивай. Крыльями ветер, бурю вызывай, и на их головы обрушится весь мир. Крикни великим криком, о картал, духов царь, могучий картал, защитник картал. Подними камни от могучих скал, кидай с высоты на голову им, разбей их мечты, бесстрашный картал, могучий картал. Кровью предков, силой древних жрецов, бессмертной душой великих мудрецов, почивших храбрецов, легионами и мирозданием, вратами вечности, стражниками тьмы, я заклинаю, я призываю могучий картал, уничтожь врагов, недругов моих. Я насылаю тебя с яростью твоей прямиком на них. Да будет так, и так будет. Заклято, заклято, заклято. Судьба обо мне не забудет. А как откупиться, я уже вам сказала. Сделайте почаще, и в конце концов враги от вас отстанут. Если вы не виноваты, повторяюсь еще раз.